Всем огромный привет, ребятки! Сегодня будет видео снова из дома. Несколько подписчиков меня попросило рассказать, как я делаю оснастку отводной поводок. И вот сегодня хочу вам рассказать о том, как я это делаю, как мне это удобно. Но хочу сказать, что я пользуюсь несколькими способами и расскажу о всех поподробнее. Так, ну что, приступим. Нам понадобится леска. У меня тут есть два варианта: 0,3 и 0,16. 0,16 это флюрокарбон получается. Вот, два вида лески. Грузики в виде банана. Вот так вот они выглядят. Ну, я думаю, многие знают. Почему именно такие грузики я использую? Да потому что они самые оптимальные для отводного поводка. То есть он не приподнимается и максимально долго волочится по дну, что и очень важно во время проводки на отводной поводок. Ну, то есть это как бы самый популярный, на мой взгляд, и много используемый грузило для отводного поводка. И для первого метода нам надо вот такой тройной противозакручиватель. Вот эта часть уже идет к плетенке на карабин, получается. Сюда, к этой части, мы будем сейчас прикреплять на леску грузило. Так, берем леску. Для этого берем более толстую леску 0,3. Отмечаем где-то сантиметров 20. Чуть с запасом, но на узлы, чтобы хватило. Отмечаем. Отрезаем. Все. Я никогда прям по линеечке, там никогда ничего не меряю. Все делаю на глаз. Плюс-минус. Вставляем и делаем узел. Кому какой нравится, тут без разницы. Я буду делать клинчем. Для меня это самый оптимальный узел для таких креплений. Обязательно смачиваем и затягиваем. Все. Все, узел готов. Вот такой вот узел получился. Так, ну а сюда мы прикрепляем обычный карабин с вертлюгом. Не забываем смачивать. Все. Откусываем ненужные. Например, как еще происходит? Рыба бывает в разных слоях стоит и зависит от вот этой длины, на каком уровне идет приманка на отводном поводке. Соответственно, нужно будет, может быть, иногда укоротить ее, попробовать ближе к дну, чтобы приманка шла. Но это уже в процессе рыбалки. Но основное я готовлю 20-30 сантиметров. Использую, как правило, флюрокарбоновую леску для поводков. Ну, бывает и обычную леску использую. Диаметром 0,16, 0,2, 0,25 сантиметров, вот где-то так. Например, на последней рыбалке уже все тонкие заготовки закончились, и я тупо поставил вот эту 0,3, и в принципе клевала не хуже. Длиной поводок должен быть, в камеру тяжело показать, ну, около метра. И все зависит от длины вашего удилища, чтобы было удобно, так скажем, забрасывать. Соответственно, если удилище побольше, можно и побольше поставить. А так где-то 70-100 сантиметров я ставлю поводки. Около метра, короче. Никогда тоже линейкой ничего не меряю. Все на глаз делаю. От плеча до вытянутой руки, так скажем. И все. Тут тоже все просто. К этой части тройного вертлюга, к этой части, который идет в сторону, привязываем поводок. К кончику лески привязываем приманку. Кто-то делает на карабин. Я, как правило, на карабин не делаю, потому что в нашем регионе на того же окуня работают небольшие приманки на небольшом офсетнике. И если будет здесь еще идти карабин, то это будет все утяжелять, и игра приманки будет, ну, не такой, которая нужна. Вот, поэтому я привязываю сразу. Все, привязали. Откусили. В принципе, приманка готова.
пристегиваете на рыбалке в зависимости от груза. То есть у меня, как правило, лежит, как я уже говорил, 30 или 40 грамм, в зависимости от течения или желаемого результата по дальности заброса устанавливает тот или иной груз. Меньше у нас уже просто не актуальны груза, все равно течение есть ниже ГЭС. Если вы рыбачите в стоячей воде, то, конечно, можно и поменьше бананчики использовать. И вот она, друзья, получается оснастка. Грузило вниз свисает и отводной поводок уходит в сторону. В принципе, в таком варианте редко когда что-то путается. И, как правило, я заготовки такие делаю именно для рыбалки в таком варианте. Следующий способ, друзья, удобен тем, что его можно максимально быстро сделать на рыбалке. Потому что иногда бывает, что очень много обрывов, особенно если там какие-то коряжники, то бывают, друзья, такие случаи, что все заготовки заканчиваются. Я там готовлю штуки 3, 4, 5 таких заготовок, и бывает, что все обрывается вместе с приманками, вместе со всем. Тогда можно будет таким способом воспользоваться и быстренько на месте уже связать отводной поводок именно этим способом. Плюс это можно сделать там, когда вы рыбачите на джиг, и на джиг поклевок нет, и чтобы быстренько проверить, есть ли вообще активность рыбы в этой точке, то тоже можно сделать такой способ и проверить, будут ли поклевки именно на отводной поводок в этом месте. Так, друзья, беру я сразу буду показывать на катушке, потому что представим, что эта катушка одета на спиннинг, что уже все кольца вы продели, и будем вязать как раз таки сейчас именно уже на плетенке эту оснастку, более быструю, так скажем. Для этого нам будет необходимо завязать на основной плетенке вертлюг, сделав такую петелечку методом клинч, зафиксируем вертлюг на основной плетне. Если у вас, друзья, вот этот хвостик получился не очень большой, то его можно даже и не отрезать, он абсолютно не помешает. Все, вертлюг мы привязали, и получилась вот такая штука. То есть вертлюг на основной леске вот так вот у вас находится. И к нему мы уже будем привязывать вот сюда сам поводок отводной. А ниже мы берем груз любой. Можем также установить сюда карабинчик. Или же просто привязать груз непосредственно к основной леске. Все, и получается вот у вас, грубо говоря, грузило. Идет 20-30 сантиметров, и потом будет идти отводной поводок. И все, вы сюда тем же методом привязываете уже сам поводок, примерно такой же длины. Вот такая быстрая оснастка получается. Я им пользуюсь, но не очень часто, так скажем, слава богу, заготовок всегда хватает. Плюс, как правило, окунь стоит в разных ракушечниках, и такой способ плох тем, что основная плетня об ракушечник будет портиться, так скажем, обтираться достаточно легко. Соответственно, такой метод, вот экстренный метод, чтобы проверить, есть ли рыба, или быстро, пока окунь клюет и у вас нет заготовок или они закончились, как раз быстро оснастить и продолжать ловить. Вот такой вот достаточно удобный, простой и быстрый метод, которым я тоже время от времени пользуюсь. Под берегом уже взял. Ну и покажу, друзья, третий метод. Он будет очень знаком тем, кто ловит на фидер, но только для отводного поводка. Тут метод будет немножко другой. Здесь нам понадобится два вертлюга. Также делаем поводок
Вот он у меня уже с приманкой. Также привязываем на длину 20-30 сантиметров грузило. И сюда уже привязываем вертлюг. То есть получается к грузилу привязываем вертлюг. Все узлы такие я привязываю узлом клинч. Потому что по мне так он самый простой, удобный и надежный. Все, не забываем смачивать. Все, вот вы привязали. Ненужный хвостик откусили. И теперь основной прикол в чем? Когда у вас есть вот такая вот оснастка, фактически сверху вертлюг, снизу грузило на леске, то вы этот, грубо говоря, поводок надеваете на основную леску. То есть вы вот эту оснастку надеваете на основную леску. И уже потом привязываете вертлюжок второй. И фактически получается у вас вот такая вот штука. То есть идет основная леска, и через нее проходит вертлюг с грузилом. И на вот эту часть привязываете поводок. И все, и у вас получается вот такая, так скажем, плавающая оснастка. То есть грузило у вас по основной плетне будет двигаться. Да, может быть, в таком методе поклевка будет чувствоваться ярче, но я не использую этот метод по одной простой причине. Я готовлю, так скажем, заготовки по первому методу, и они у меня всегда есть в наличии. Ну а если они заканчиваются, то проще и быстрее сделать второй метод оснастки. Ну а этот как бы запасной, я его знаю и решил вам тоже показать. Ну что ж, друзья, 3 метода оснастки отводного поводка я вам показал, рассказал, какими именно я пользуюсь методами. Вообще в нашем регионе отводной поводок очень популярен. Ловят им все по той причине, что, например, ниже ГЭС окунь в основном стоит очень далеко на дальней бровке. Там идет приличный такой свал, часто в местах различных. И, соответственно, туда надо просто элементарно закинуть. А для этого используются груза уже 30 и выше грамм. Плюс течение приличное. И, соответственно, получается, что когда окунь стоит на дальней бровке и берет именно с дальника, то отводной поводок незаменим. Потому что крупную джиг-головку туда закинуть в принципе можно, но окунь очень скептически, так скажем, относится к крупным джиг-головкам и уже не будет реагировать на приманку так, как реагирует он на отводном поводке на нее, потому что она там в естественных, так скажем, формах, в слоях воды начинает играть, и очень это окуню нравится. Поэтому, как и просили, друзья, рассказал я о тех методах, как оснащаю я отводной поводок. Пишите в комментариях, как вам такие видосы тоже, нравятся или не нравятся. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео со своими друзьями-рыболовами. На этом все. Ходите на рыбалку. До новых встреч!